Мировой океан остается одним из самых малоизученных мест на Земле, в которое еще не заглядывали и не исследовали множество загадок и тайн. Подводные глубины — это мир, полный неразгаданных загадок и уникальной флоры и фауны. Однако таинственные находки можно обнаружить не только в океанских глубинах, но и на суше. Многие места на планете покрыты тайной, ожиданием будущих открытий, которые, возможно, изменят наше понимание исторических событий и культур. В этой статье мы уделим внимание необычным находкам, обнаруженным под землей, которые открывают перед нами новые горизонты понимания истории и жизни предыдущих эпох. Помпеи. Город, поглощенный вулканом. В 79 году нашей эры извержение вулкана Везувий стало катастрофой для города Помпеи, который, будучи процветающим римским городом, был мгновенно поглощен вулканическим пеплом, лавой и газами. Это извержение не только уничтожило жизни тысяч людей, но и сохранило город под слоями земли на многие века. Непогода, с которой столкнулись жители, в сочетании с огромным количеством вулканической породы, создала своего рода запечатанный контейнер, который сохранял древние здания, предметы быта и даже человеческие останки в их первоначальном состоянии. Руины Помпеи были открыты только в конце XVI века, в 1599 году, и с тех пор началась длительная и кропотливая работа по раскопкам, которая продолжается до сих пор. На данный момент Помпея является настоящей сокровищницей археологических находок, которые предоставляют бесценные сведения о жизни древних римлян, их культуре, архитектуре и повседневных привычках. Бакариальский клад и другие находки. Одной из самых знаменитых находок в Помпеях стал Бакариальский клад, обнаруженный в 1895 году. Этот клад состоял из большого количества серебряных и золотых монет, а также различных драгоценностей, что открыло двери к более глубокому пониманию экономики и богатства того времени. Народ, который жил в Помпеях, был не только уникальным, но и высокоразвитым с точки зрения торговли и финансов. Находка раннехристианской комнаты с крестом и алтарем также свидетельствует о развитии религии и ее практик среди помпейцев. Важным дополнением к находкам стали гипсовые слепки, созданные в процессе исследования оставшихся форм тел погибших жителей города, что дает возможность увидеть не только их внешность, но и понюхать образ жизни, культурные обычаи и даже эмоции людей того времени. Гипсовые слепки возвращают нас к моментам, когда эти люди жили, создавая мост между прошлым и настоящим. Захоронение с костями моржа. Переходим к другой необычной находке. В 2003 году при реконструкции вокзала Сент-Панкрас в Лондоне были обнаружены кости моржа. Это событие явно выделяется среди современных археологических открытий. Захоронение относится к периоду с 1822 по 1854 год, когда моржи были записаны в научных работах в качестве объектов для изучения. Существует гипотеза, что данный морж был захоронен медицинскими работниками для научных целей. Это открытие поднимает множество интересных вопросов о практике изучения животных в XIX веке, когда наука только начинала развиваться, а методы создания выставок и исследований были весьма нестандартными. Эта находка также показывает, как через простое захоронение животного можно получить представление о научных интересах и метаниях той эпохи. Бомба в Аугсбурге. В 2016 году в Аугсбурге была найдена бомба времен Второй мировой войны, которая была замаскирована и оставалась незамеченной на протяжении многих лет. Эта находка показала, что даже спустя десятилетия после войны человеческие жизни все еще находятся под угрозой. Бомба стала причиной масштабной эвакуации 54 тысяч человек, чтобы обеспечить безопасное обезвреживание устройства,
Эта операция включала в себя комплекс мероприятий, требующих высокой степени координации и внимания к детальной безопасности, такие как закрытие улиц и контроль за безопасностью окружающих. Бомба была идентифицирована как блокбастер и была успешно обезврежена без каких-либо последствий, что снова напоминает о разрушительном влиянии войны на повседневную жизнь граждан, даже спустя много лет после ее завершения. Автомобиль под землей в Лос-Анджелесе. Необычные находки не ограничиваются лишь артефактами древности. В 1978 году группа детей, играя на улице в Лос-Анджелесе, наткнулась на настоящий автомобиль Ferrari Dino, спрятанный под землей. После расследования, проведенного детективами, выяснилось, что этот автомобиль был угнан по заказу владельца. Создается интересная ситуация. План владельца был почти успешен, но случайная находка детей разрушила его планы, открыв целый мир правосудия и неожиданностей. Этот инцидент также продемонстрировал, насколько непредсказуемыми могут быть последствия даже самых тщательно продуманных замыслов, ведь в конечном итоге правда всегда находит путь на поверхность. Колокол, спрятанный во время Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны нацисты начали сбор металла, в том числе церковных колоколов, что свидетельствует о отчаянии, которое они испытали за это время. Такие находки, как этот колокол, который остался незамеченным во времени, напоминают нам о том, как сложно сохранять нашу культуру и наследие в тяжелые времена, когда каждый предмет мог быть необходим для военных нужд. Это открытие предстает перед нами как символ человеческой борьбы за сохранение своего исторического наследия и культурной идентичности в условиях войны и хаоса. Оно также вдохновляет на размышления о том, каким образом мы можем защищать и сохранять нашу культурную память для будущих поколений. Учитель из Бельгии и кладбище автомобилей Винсент Мишель, учитель физкультуры из Бельгии, стал известен благодаря своему увлечению исследованием заброшенных мест. В 2016 году он обнаружил кладбище раритетных автомобилей в заброшенной шахте во Франции. Это открытие соединило в себе не только исторический интерес, но и личную страсть к автомобилям. Большинство найденных машин были выпущены в 1930-х годах и принадлежали местным жителям, которые прятали их во время войны, демонстрируя изобретательность и стремление выжить в трудные времена. Таким образом, Винсент не только обнаружил интересный артефакт истории, но и открыл двери к новым обсуждениям о непростой жизни людей, их привычках в условиях войны и о том, как они сохраняли свои ценности даже в трудные времена. Останки кораблей в Сан-Франциско. Под улицами Сан-Франциско находятся останки парусных кораблей, брошенных во время золотой лихорадки 1849 года. Это неожиданное наследие, остающееся почти незамеченным, открывает целую главу истории. После пугающего пожара 1851 года, вызванного актом вандализма, многие суда затонули, а местные жители начали использовать их для строительства своих домов и рекультивации территорий. Останки этих кораблей все еще обнаруживаются при строительстве метро и других объектов, создавая связь между старым и новым. Они символизируют смелость и решимость людей, которые столкнулись с невероятными вызовами и использовали все, что у них было, чтобы продолжать жизнь в условиях неустойчивости и неопределенности. Капсула времени мисс Бельведера. В 1957 году в Талсе, штат Оклахома, была захоронена капсула времени в виде уникального автомобиля Лаймаус Бельведера. Этот автомобиль должен был стать посланием потомкам, воплощая в себе мечты и надежды жителей того времени. Машина была помещена в бункер и отпечатана в общественное сознание, став символом предстоящего будущего. Однако, когда капсула была открыта в 2007 году, она сильно пострадала от грунтовых вод, и даже ее почетный статус не спас ее от разрушений. Интересно отметить, что победитель конкурса, связанного с открытием капсулы,
получил не только ржавую машину, но и символическую сумму денег. Этот факт вызывает размышления о том, насколько важно сохранять нашу историю и каким образом мы можем сделать это более эффективно в будущем. Древний храм Митры в Риме. В 1931 году в Риме был обнаружен древний храм Митры, сохранившийся до наших дней и привлекающий внимание археологов и туристов со всего мира. Храм состоял из нескольких частей, включая атриум и залы для верующих, что подчеркивает его архитектурное великолепие и важность в контексте римской религии. Археологи нашли множество ценных артефактов, таких как барельефы с мифами о Митре, что говорит о важности данной веры в жизни древних римлян. Этот храм является не только архитектурным памятником, но и культурным наследием, которое открывает двери к изучению обрядов, ритуалов и верований того времени. Подпольный кинотеатр в парижских катакомбах. В 2004 году парижские полицейские наткнулись на совершенно неожиданную находку. Подпольный кинотеатр и бар, расположенные в катакомбах, известные своим мрачным, таинственным обаянием. Это открытие удивило и шокировало полицейских. В помещении были установлены видеокамеры и колонки, воспроизводящие лай собак, что, по всей видимости, служило для создания атмосферы уюта, несмотря на мрачный антураж катакомб. Интересный факт заключается в том, что полиция не смогла выяснить, кто организовал это заведение, что добавляет загадочности к этой находке, превращая ее в элемент городского фольклора. Это открытие напоминает нам о том, что даже в самых необычных местах люди всегда найдут способы развлекаться и создавать сообщество, даже если это происходит в условиях запретов и ограничений. Бивень мамонта в Северной Дакоте. Совсем недавно, в 2024 году, шахтеры в Северной Дакоте сделали поразительное открытие, найдя бивень мамонта возрастом около 50 тысяч лет, что является одним из важнейших артефактов в области палеонтологии. Эта находка не просто интересна. Она представляет собой возможность углубиться в изучение эволюции и экосистем древних животных. Археологи вскоре обнаружили еще 20 фрагментов останков мамонта, включая ребра и зубы. Найденный скелет стал самым полным из всех обнаруженных в Северной Дакоте, что открывает новые горизонты для изучения биологии и экологии мамонтов, а также нашего понимания об их образе жизни и факторах, приведших к их вымиранию. Это достижение подчеркивает важность сохранения и изучения таких находок, чтобы ответить на вопросы о прошлом и о том, как мы можем улучшить будущее. Пещера Шондонг. В 1991 году была открыта самая крупная пещера в мире – Шондонг, с объемом 38,5 миллионов кубических метров, что делает ее уникальным природным образованием. Исследования ее внутренних пространств начались только в 2009 году, когда ученые начали осваивать ее богатейшие экосистемы. Внутри пещеры были обнаружены подземные джунгли и уникальная экосистема, полная редких видов растений и животных, формируя невероятное разнообразие жизни. Это открытие придает пещере особую значимость для экологии и научных исследований. Власти Вьетнама ограничили посещение пещеры до 500 человек в год, чтобы защитить ее уникальность и сохранить ее для будущих поколений. Это решение подчеркивает важность охраны природных ресурсов и необходимость балансировать между исследовательской деятельностью и сохранением природного наследия. Ледяной город в Антарктиде. В 2024 году группа британских ученых сделала сенсационное открытие – ледяной город на глубине более 100 метров в Антарктиде. Внутри были найдены структуры, напоминающие рукотворные сооружения, что вызывает много вопросов о возможности существования жизни в таких жестких и холодных условиях.
Это открытие имеет колоссальное значение для науки, так как оно открывает новую страницу в истории человечества. Возможно, там действительно могло существовать что-то или кто-то, о чем до сих пор не было никаких доказательств. Ученые готовы к экспедиции для детального изучения этого загадочного места. Это поднимает вопросы о том, как наука должна быть готова к новым открытиям, которые могут изменить наши представления о древних цивилизациях и их возможной миграции в условиях глобальных катастроф. Все вышеперечисленное открывает перед нами великое множество горизонтов познания. Каждый новый артефакт, каждое необычное обнаружение поднимает целый ворох вопросов о нашем прошлом, культуре, жизни и исчезнувших цивилизациях. Благодаря этим находкам мы можем лучше понять, как жили наши предки, какие секреты хранят века и что может ожидать нас в будущем. Они становятся не просто элементами археологических раскопок. Они представляют собой исследование человеческой истории, документацию о том, как мы взаимодействуем с окружающим миром, и даже служат основами для моральных размышлений о том, как мы хотим жить в будущем. Если вам понравилось это видео, не забудьте оценить его, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные материалы. Мы благодарим вас за ваше внимание и надеемся, что вы останетесь с нами на пути к новым открытиям и знаниям.